Привет, меня зовут Юля, добро пожаловать на наш Саши канал. В сегодняшнем видео будет переделка вот этих двух красавцев из Fix Price. Эти фигурки из пасхальной коллекции, но Пасха уже прошла, да и к тому же мне не нравится этот гламурный перламутр, поэтому смело беру эти фигурки в переделку. Первым делом необходимо обезжирить. Для этих целей использую обычную спиртовую салфетку. Матовая бежевая краска придаст винтажности моим фигуркам. Краску наношу в несколько слоев с промежуточной сушкой. А этот этап оказался самым сложным. У меня ушло несколько часов на то, чтобы распределить эти шахматные клеточки по курочке равномерно. А вот роспись кролика не составила никакого труда, она под силу даже ребенку. Для этой и для будущих переделок купила удобные плоские синтетические кисти и набор акриловых красок основных цветов. Начиная с черной краски, рисую свои любимые шахматные клеточки. Но оказалось, акриловая краска очень плохо ложится на матовую краску. Пробовала обезжирить поверхность, стараясь не стереть карандаш. И выяснила, что карандаш спиртом не дотрешь, и что обезжиривание никак не решило мою проблему. Пришлось брать темно-серую меловую краску. Если честно, я не люблю меловые краски за излишнюю фактурность, но другого выхода не оставалось. Как и ожидалось, меловая краска показала идеальное сцепление с поверхностью. Но как же мне не нравится эта фактура меловой краски, нет эффекта однородности. Синей меловой краски у меня нет, поэтому пришлось брать акриловую из набора. К моему удивлению, синяя краска, в отличие от черной, ложилась нормально, но была полупрозрачная, пришлось наносить в несколько слоев. Для того, чтобы получить винтажный бордовый оттенок, добавляю красной краски немного желтой и синей. У меня были муки выбора, добавлять ли в мою работу поталь. А как вы думаете, какой гребешок лучше, золотой или бордовый? Краски из набора очень полупрозрачные, приходилось наносить в 3-4 слоя. Эту чудесную ленту в стиле Mackenzie Childs я нашла на AliExpress. Винтажный оттенок придала с помощью кофе. Лента не очень хотела окрашиваться, пришлось замочить ее в кофе на целую ночь. Я боялась, что получится темно-коричневый вариант, поэтому красила только маленький отрезок ленты, чтобы не испортить.
Но результат меня очень порадовал. Из этой ленты сошью галстук-бабочка для моего кролика. Для этого с помощью иголки с ниткой стягиваю ленту посередине, и вуаля, бантик готов, осталось только приклеить. На самом деле я не являюсь поклонницей творчества Льюиса Кэрролла. Но почему-то моя первая ассоциация на слово «кролик» именно персонаж из его произведений. Именно поэтому я решила дополнить своего кролика шляпой и часами. Делаю заготовки из фольги, а детали будут из самозатвердевающейся глины. Фольга внутри изделия из глины нужна не столько для экономии материала, а для того, чтобы изделие равномерно просохло и при этом не треснуло. Влажной кистью затираю все швы и неровности и оставляю шляпу на просушку. Для часов также делаю основу из плотно сложенной фольги и плотно облепляю ее тонким слоем глины. Конечно, проще использовать готовый молд, и у меня есть несколько таких молдов, но ни одного подходящего по размеру. На самом деле заготовки высохли за один день, но мне потребовалось аж 2 месяца, чтобы собраться силами, чтобы разукрасить их и доделать свои фигурки. Часики я разукрасила в основной бежевый цвет и добавила черных деталей. Фигурки защитила матовым лаком, для этого пришлось отклеить бантик, теперь приклеиваю обратно. Впервые пользуюсь таким двухфазным суперклеем, говорят, очень прочный. Часики изначально задумывались в руках у кролика, но я так и не смогла придумать, чем украсить середину бантика галстучка. Поэтому приклеиваю часики прямо на галстучек. И последний штрих — шляпа. Ее надо, конечно же, приклеить на самый прочный клей. И, конечно же, для этих целей я взяла новенький двухфазный суперклей. И поняла, что эксперименты лучше проводить не на готовых изделиях. Так что пришлось отковыривать эти ужасные сопли клея. Фигурки поставила на винтажную полочку, которую сделал для меня Саша. Я точно знаю, что многие скажут, как криво, как неаккуратно сделаны, расписаны фигурки. У меня просто не хватает терпения для ювелирной точности.
Они стоят на полочке, с которой совершенно не бросаются в глаза эти недочеты. К тому же я люблю регулярно менять декор. И если на него будет потрачено уйма денег, сил и времени, то с ним будет очень жалко расстаться. А вообще хочу сказать большое спасибо, что досмотрели до этого момента. Большое спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки и комментарии. До новых встреч!